Привет! Ты уже знаешь, что такое цветокоррекция, знаешь про луты, умеешь пользоваться Lumetri в премьере и, возможно, знаешь, что такое Due-Tone. Если нет, то это цветкор, который включает в себя два цвета. Он офигенно стильно подходит к всяким там постерам, промо-материалам. На Due-Tone классно кладется цвет и так далее. Я, Артур, расскажу, где брать цвета для Due-Tone, как их сделать более интересными, чтобы прям как у Stranger Things, и еще пару нюансов. Поехали. Для начала нам поможет сайт MediaTool, а именно их приложение Due-Tones. Ссылка будет в описании. Это не реклама, потому что сервисы из США, там много платного контента и как бы попробуй оплати. Вот. И да, мы будем делать все сами, без пресетов, потому что Due-Tone супер капризный, не все ложится так, как надо, так что на специальные луты забей. Открываем сайт. Здесь слева несколько палитр. Сюда мы можем загрузить скриншот из видео и посмотреть, как та или иная палитра будет работать. И когда выбрали, открываем премьер. Я за основу возьму несколько шотов из своих съемок, чтобы показать в разных условиях. Для Due-Tone хорошо, если шот не будет пестрить мелкими деталями, я еще наглядно это покажу. Если снимаешь не влоги, сразу переходим к Due-Tone. Если снимаешь влоги, то покрась. Накинь какой-нибудь базовый лут, типа из стандартных Alexa. Пойдет. Вот наше видео, и для начала мы его немножко покрасим. Буквально прямо не будем запариваться, поэтому мы в Lumetri выберем прям первый же пресет Alexa, немножко его доведем. И вот теперь нам нужен эффект, который называется Tint. Закидываем сюда же. Tint — это вот этот эффект, дает тот самый Due-Tone. В этом эффекте мы можем задать основу для темных и светлых тонов. Вот Map Black Tool и Map White Tool. Для этого выбираем палитру из MediaTool. Открываем MediaTool, вот он. Выберем Gryffindor, к примеру. Вот эти наши коды для цветовых карт. Коричневый цвет, такой темный. Закидываем сюда, тоже в темный, вставляем код. А светлый, вот он, закидываем в Map White Tool. Вот такой у нас получается Due-Tone. И в целом это то, что вот реально ты ожидаешь, как я уже говорил. Due-Tone. В целом это классический Due-Tone. Ее можно немножко подкорректировать, сделать насыщеннее, контрастнее. Это прям то, что ожидаешь, когда речь идет о Due-Tone. Но я делаю его немного по-другому, и это выглядит, на мой взгляд, интересней. Если смотрели 4-й сезон «Странных дел», то видели сцены с Векной в изнанке. Все тотально красное. И это не просто бахнули красный фильтр и все. Нет, там все сложнее, есть градации, есть оттенки, и вот это мы постараемся воссоздать. Поэтому это выглядит интереснее, как сцены в Stranger Things. Давай посмотрим другие шоты с другими цветовыми картами. Мы берем наше видео, копируем на верхний слой, зажимая Alt. У верхнего видео убираем Tint и в режиме наложения, вот в Opacity, ставим Multiply. И вот это уже выглядит реально круто. Обычный Due-Tone с наложением. То есть Due-Tone сохраняется, но из-за режима наложения никуда не теряются детали, текстуры, вещей, как вот, например, цвет машины, отблески, вот эти всякие блики. И плюс сквозь такое наложение пробиваются другие цвета, которые ты не заявлял в Due-Tone, которые тоже прокрашены, но не совсем так, типа на пол шишечки. И в целом можно, в принципе, примерить на этом сайте Due-Tone. То есть мы заходим сюда в фотоаппарат, выбираем скриншот нашего видео. Вот, и уже здесь мы к нему можем примерять цвета, которые нам понравятся. У меня тут есть заготовки по тинту. Вот, например, этот такой жестко розово-фиолетовый. Вот подкрасим и сделаем тинт наш. Вот по таким цветам. Тут еще все такое пестрое. Это мы возвращаемся к тому, что нужно использовать исходники с минимум деталей. Но если мы сверху добавляем вторым слоем это же видео и ставим наложение Multiply, то вот тут уже смотрится круто, совсем другое дело. Как и в следующем футаже, вот здесь применен цветкор, вот он, такой прям очень грубый, я также закинул просто Алексу. Добавил тинта, в целом это уже знакомая история с Due-Tone, но верхний слой, вот он, без тинта, просто с цветкором, мы проявляем его, и вот это уже выглядит совсем круто. Также еще один, вот он, мы убираем тинт. Вот так он выглядит просто покрашенный без тинта. Тинт. Слабенький и не совсем очевидное сочетание цветов. Но если мы вторым слоем добавляем видео в наложении Multiply, получается уже классно. То же самое здесь. Выбираем тинт, то есть наш Due-Tone. И выбираем верхнее наложение видео. Да, смотрится классно. Супер просто, но выглядит топово. Если тебе понравилось это видео, то комментируй, ставь лайк и подписывайся на канал. А также у меня есть инста, там много видео с эффектами и бэкстейдж со съемок. Заценивай. Пока!